Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. И наконец-таки, весь этот кошмар, который фронтиры тянут, закончится в скором времени. А обо всем подробнее далее. С вас как стал лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании. А мы начинаем. Для начала давайте-ка отправимся с вами в Галнет. Профессор Палин совершает прорыв в исследовании таргоидских шпилей. Анализ объектов и химических соединений, взятых с поверхности таргоидских шпилей, выявил важную связь между шпилями и титанами. Профессор Ишмаэль Палин, которому представители Федерации пилотов доставили необходимые для изучения материалы, сделал следующее заявление. Частицы шпиля и фрагменты корпуса титанов имеют несомненное генетическое сходство. Согласно моим исследованиям, назначение шпилей — сбор ресурсов, которые неизвестным пока образом поддерживают жизнедеятельность таргоидских кораблей-маток. Возможно, таргоидские запасы жизненно важных ферментов или топлива нуждаются в пополнении после нескольких месяцев нахождения вдали от дома. Чтобы извлечь выгоду из этой информации, моя команда синтезировала биологический загрязнитель на основе химического состава собранных образцов. Если загрязнитель нарушит процесс переработки химических веществ шпиля, мы сможем внести хаос в планеты таргоидов по вторжению и захваты наших систем. Доктор Максимо Фонсека, научный представитель Альянса в Aegis, дал комментарий для прессы. Важно отметить, что в настоящий момент исследования профессора Палина находятся в экспериментальной фазе и нуждаются в дополнительном тестировании. Нам придется доставить большое количество загрязнителя ко всем известным нам шпилям. Это опаснейшая миссия, ведь прилегающие к шпилям территории патрулируются агрессивными таргоидскими дронами и кораблями. Да и вы не поверите, ребят, случилось действительно чудо. Это происходит не только лишь на страницах Галнета, это еще у нас происходит непосредственно в игре. Нам нужно будет с вами отправиться к спасательному мегашипу. Заходим в панель миссий на спасательных мегашипах и видим следующее. Операции. Соберите ресурсы из зоны шпиля таргоидов. Соберите в регионе неочищенный минерал со шпилей — 1 штука, полуочищенный минерал со шпилей — 1 штука и коралловая смола — 1 штука. Доставьте их на станцию Rescue Ship. И тут такое дело. Загрязненный, очищающий компонент. И эту штучку мы с вами можем запихнуть внутрь таргоидского шпиля. Так же, как мы вытаскиваем оттуда кое-что другое. Вместо него ставим. Сейчас покажу. Если что, видео по поводу, как все это дело фармить, на канале нету, но там все довольно просто. Если нужно, я сделаю такое видео, дайте мне знать об этом в комментарии. Ну, я думаю, вы знаете, где найти шпили таргоидов. Если нет, вот табличка, чтобы визуально понимать их количество. Вроде в районе 48 или 58 штук. Ссылочка на данную таблицу будет в описании. Сейчас наша задача паркануться на таргоидский шпиль. На любой. И берем костюм Артемис, он прыгает повыше. Обратите внимание на цвет. Он сейчас зелененький. Бежим и делаем то, что делали много раз на стримах. Нам нужно кое-что забрать. Для тех, кто не смотрел предыдущие видео по поводу обновления и нововведений, говорю сразу, нам нужен шокер. И шарахнуть по этим штукам. Их будет здесь 4. Все, возвращаемся. И ждем.
Отлично. Контейнер для гибридных материалов. Теперь мы можем эту штуку взять. И да, я забыл его взять. Нужно будет вернуться на корабль и закинуть его себе. Только не забывайте, что по кораблю будут бить. Если что, нужно подойти к кораблю, зайти в раздел «Товары», загрязненный очищающий компонент шпиля, подтвердить. И он у вас. Саботаж — загрязненный очищающий компонент шпиля. И он выглядит даже по-другому, как вы можете обратить внимание. Странная формулировка, ну ладно. Закрываем. Цвет сменился. И что-то стало сливаться с этого шпиля. И да, зарегистрирована ФСД-аномалия. Сейчас прилетят таргоиды. Много таргоидов. При этом таргоиды прилетят даже перехватчики. Не только разведчики. И, пожалуйста, сам шпиль тоже меняет цвет, но есть одна большая проблема. Ну вот, я вызвал корабль, и они уже, в принципе, на него заходят. Так что корабль, ребят, я бы рекомендовал вам брать более живучий, нежели мой исследовательский крайт. Надеюсь, получится добежать. Но это не главная проблема. Блин, он бесщадно лупит по бедному крайту. Я пока добегал, там уже все щиты слетели, уже корпус разваливается. Может быть, даже не успею взлететь. Не успел. Ладненько. В чем, собственно, суть проблемы? У большого шпиля таких площадок 4. На большой шпиль нужно 4 задания выполнить и получить 4 таких товара. У самих торговецких шпилей 3 таких громадины. Одна с 4 точками и 2 поменьше с 2 точками. То есть нужно выполнить 8 таких заданий. Вы будете этим заниматься? Нет, конечно, все это прикольно. Да, мы можем делать то, что было описано в Галнете, что на самом деле уже удивительно. Но вот в чем прикол. Будет ли засчитываться это все дело? И, допустим, если я в соло закрою весь торговецкий шпиль в той системе, он отключится навсегда или нет? Проверять, честно, не особо хочется. Да и смотреть, что произойдет с торговецким шпилем, когда я полностью его отрублю, тоже никакого желания. Но если хотите, чтобы я это сделал, я подфармлю эти материалы, которые фармятся, знаете, не очень приятным образом, и сделаю это в отдельном видео. И, судя по всему, именно таким образом торговецкое вторжение будет закончено. И с торгоидами мы разберемся на какое-то время. Просто я не знаю, что может пойти еще не по плану, потому что от торгоидов уже на самом деле подташнивает, и весь новый контент, который выходил на протяжении 2 лет, связан, грубо говоря, с торгоидами. Да им даже новые корабли дали. Не нам. Им. И это немножко выбешивает. Если в ближайшее время, там месяц-два, Новый год, после Нового года пару месяцев с торгоидами будет покончено навсегда, то фронтиры, надеюсь, наконец-таки смогут разродиться на новый контент. Как-никак, K-Future Overhaul. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречки и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречки.